Салют, UFC прилетели в Австралию и устроили там шикарнейший карт. Джек Делла Мадалена и Карлос Пратос, главный бой вечера. В соглавном поединке Бениол Дариуш бился с набирающим обороты Куиланом Салкилдом. Эллиот против Эрцега, Туиваса против Сазерленда. Карт для серии Fight Night был шикарным, и как прошли все бои, узнаете прямо сейчас. Я Влад Калугин, вы на канале Дикий Бой, поехали! Телеграм-канал Калугин ММА — это прямые трансляции UFC, видео, финиши сразу после боев, главные анонсы и перепалки бойцов. Подписавшись, ты больше не будешь собирать информацию из разных мест. Все главное в одном месте, ссылочка на Телеграм в описании, а QR-код на экране. Следующий турнир UFC 328 Чимаев-Стрикленд, вся неделя будет жаркой, пропускать нельзя. Для англоговорящей аудитории у нас есть Твиттер, ссылочка также в описании. Австралиец Дом Марфан по прозвищу Уличный Будда сегодня дебютирует в промоушене. Дом Марфан выиграл шоу Road to UFC, благодаря чему получил контракт с организацией. В UFC его поприветствует Коди Стил. Американец обладает борцовской базой и выступает по грэпплингу, но в своих боях он частенько отправляет соперников именно в нокаут. У Стила всего один бой в UFC, и его он проиграл по очкам китайцу Ронг Жу. На первой же минуте Коди Стил добыл тейкдаун и занял позицию сверху. Немного поработал ударами, и в середине раунда начались грэпплинг-размены. В быстром темпе они поочередно перехватывали инициативу и меняли позиции. И во всей этой суматохе лучше оказался Коди Стил, который в какой-то момент увидел возможность и провел скручивание пятки. Марфан стучит, а Коди Стил побеждает сабмишеном в первом раунде. Пока что в UFC Джонатан Микалев идет без осечек, здесь у него 2 победы. Австралиец базовый джиттер, поэтому чаще всего побеждает сабмишенами. В UFC он пришел через претендентскую серию, на которой одержал победу удушением в первом раунде. Соперник Микалефа Темба Гаримба. Последние 2 поединка африканец проиграл и решил, что ему нужно подтягивать борцовские навыки, и для этого отправился в Россию. Свой тренировочный лагерь к этому поединку он провел в Северной Осетии. Первый раунд. В стойке Гаримба отлично работал вторым номером. Лоу-киком хорошо сбивал атаки Микалефа и отлично встречал прямыми. Но большого преимущества в стойке у него не было. За пару минут до конца Микалев добыл тейкдаун и поработал в партере, чем перекрыл заслуги Гаримба. 10-9 раунд в пользу Микалефа. Вторую пятиминутку Гаримба начал с агрессивной серии ударов, затем после затяжного клинча все перешло в партер, и в этот раз сверху уже работал Гаримба, даже сумел забрать спину. Большого урона нанести сопернику не удалось, а вот сравнять счет по раундам вполне. Третий, финальный и решающий раунд. Гаримба пытался бороться, но австралиец хорошо защищался. А в стойке темпо с каждой минутой уступал все больше и больше. Последние 2 минуты вовсе вышли разгромными. Микалев проводил затяжные серии из ударов и почти ничего не получал в ответ. Победу, но только раздельным решением одерживает Микалев. Странно, что раздельным все раунды были достаточно очевидными. Бен Джонстон дебютирует в UFC, а ему уже 35 лет. Последний поединок он провел в марте 24-го. Бен приостанавливал спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на тренерской работе. Но теперь он возвращается, все победы австралийца одержаны досрочно, 1 победа нокаутом и 4 удушением сзади. Соперник Джонстона — Уэс Шульц. У Шульца 6 побед в первом раунде. Он дебютировал в лиге всего несколько месяцев назад на турнире в Мехико. Выиграть первый бой в UFC не удалось. В первом раунде он уступил техническим нокаутам. Джонстон добывает тейкдаун в самом начале раунда и все 5 минут пробыл на сопернике до гонга об окончании раунда. Односторонняя пятиминутка, которую Джонстон выигрывает 10-9. В начале второго раунда Шульц сначала плотно попадает коленом в голову, а затем быстро выходит на гильотину, было более чем опасно. Но Джонстон пережил этот момент и даже сконтрил, и 3 минуты оставшиеся пробыл сверху. Правда и так, Шульц пытался исполнить еще несколько раз гильотину. Близкая пятиминутка. Третий раунд. Джонстон снова сразу пытается перевести, а Шульц вновь охотится за гильотиной. В очередной раз предпринял несколько попыток, и да, одна из них оказалась успешной. Джонстон стучит, а Уэс Шульц побеждает сабмишеном в третьем раунде.
Колби Тикнес дебютировал в UFC поединком против Александра Топурии на коротком уведомлении. Он показал неплохое выступление и получил возможность выступить вновь. Австралиец вышел на бой после полноценного лагеря и одержал уверенную победу решением судей, закрыв неудачу в первом раунде. Винс Моралес на 9 лет старше Тикнеса. Американца будто хотят скормить молодым ребятам. В прошлом бою он проиграл Раулю Росусу, а до этого уступил Элайджу Смиту. Сегодня вот Колби Тикнес. Моралесу необходимо показывать уверенное выступление, иначе UFC с ним может попрощаться. Моралес решил сам себе создать проблемы. Перевел Тикнеса в партер, а тот пытался исполнить все, что знал. Гильотину, треугольник, рычаг локтя, гибрид треугольника и рычага локтя, удушение сзади. И знаете, все эти попытки были максимально опасными, но ни одна не принесла ему победы. 10-9 раунд за Тикнесом. Вторая и третья пятиминутки проходили в основном в стойке, мало интересного было до последних 2 минут. За пару минут до гонга Моралес ударом сумел серьезно пошатнуть Тикнеса, который буквально был вынужден станцевать, чтобы не упасть в нокдаун. Затем Моралес минуту пытался задушить его в партере. Последние пару минут боя вышли разгромными в пользу Моралеса, но победу все равно дали Тикнесу, так как, по мнению судей, первые 2 раунда выиграл именно он. Джейкоб Малком пропустил почти 2 года из-за серьезной травмы спины. В январе вернулся и одержал победу единогласным решением судей над Торресом Фини. Малком буквально переехал американца, даже был раунд с оценкой 10-8. Сегодня соперником австралийца стал ветеран Джеральд Миршард. В последнее время дела у Джеральда складываются не очень. В 5 боях всего 1 победа. Миршард собирался в полутяжелый вес, но пока этого не сделал. И перед этим боем провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара сопернику. Малком хорошо начал бой, несколько раз попал в стойки и перевел соперника вниз, но опытный Джеральд быстро его переиграл. Занял позицию сверху и весь раунд отконтролировал, чем и забрал пятиминутку 10-9. Второй и третий раунды проходили в стойке, где более уверенно действовал Малком. Перебивал Миршарда, доносил плотные удары, и второй раунд он забрал без особых проблем. А вот третья пятиминутка вышла более близкой. Там Миршарду удалось удачно побороться и даже выйти на сабмишн на последних секундах, но не хватило времени довести его до конца. Победу единогласным решением 29-28 одерживает Джейкоб Малком. Пока все фанаты продолжают удивляться, почему братья Таффы все еще в UFC, матчмейкеры просто продолжают устраивать им бои у себя дома. Джуниор Таффа недавно спустился в полутяжелый вес, однако здесь победы ему пока добыть не удалось. В обоих поединках он уступил удушающим приемам. Соперник Таффы — бразилец Кевин Кристиан, который получил контракт с UFC после досрочной победы на контендере. Начать путь в лиге с победы Кевин не смог, уступив удушающим Билли Эликане, который, к слову, и задушил в том числе Таффу. Джастин Таффа уже в первом раунде добывает победу. Серьезно пошатнув Кристиана в стойке, тот решил спастись благодаря борьбе, но Таффа его накрыл и локтями вбил голову Кристиана в канвас. Настолько сильно и брутально, что Кристиана пришлось приводить в чувство. Джуниор Таффа побеждает нокаутом в первом раунде. Кэм Роустон — это своего рода новая австралийская надежда. Парень очень быстро набрал хороший ход. В августе он оформил брутальный финиш на претендентской серии. Дебютировал в UFC уже в сентябре и забил локтями в первом раунде Андре Петровски. Второй поединок Кэмерон также выиграл техническим нокаутом в январе уже этого года. Сегодня уже его 3-й бой в лиге за 8 месяцев. Соперник — крепкий польский нокаутер Роберт Брычек. В UFC у него тоже 2 боя, но рекорд 1-1. В прошлом поединке он одолел опытнейшего Брэда Тавареса по очкам. Первый раунд. Было немного ударов, но несколько раз сумели оба бойца хорошенько приложиться друг по другу. Брычек хорошо попал по корпусу с рук, но концовка была за Роустоном, он перевел и набросал ударов в партере. В начале второго отрезка Роустон хорошенько донес удары за счет более длинных конечностей, но не стал рисковать, снова добыл тейкдаун и оформил в районе 4 минут контроля, сделав счет по раундам 2-0. Третья пятиминутка. Зачем что-то менять, если и так все работает? Подумал Роустон. И, не изобретая велосипед, перевел соперника в партер в начале и удержал до конца поединка. За счет борьбы Кэмерон Роустон выигрывает бой единогласным решением судей со счетом 30-27.
Tai Туиваса идет на серии, внимание, из 6 поражений подряд и уже не входит в топ-15 тяжелого веса. Еще немного и вовсе в ростер входить не будет. Дела у этого парня, как можете заметить, совсем не очень, но фанаты продолжают его любить и верить, что наконец-то он сможет прервать эту череду неудач. Сегодняшний соперник кажется вполне под силу Туивасе. Луис Сазерленд обладает нокаутирующим ударом, но пока раскрыться в UFC не смог. Оба поединка в лиге он проиграл, сегодня есть все шансы добыть первую победу в организации, проигравшего скорее всего уволят. Через минуту после старта Сазерленд проводит тейкдаун. Туиваса поднимается и хорошо попадает в стойки, но сам пропускает красивый локоть с разворота от Сазерленда. Затем бой перешел на землю, где Сазерленд до конца раунда отработал в доминирующей позиции, даже был в маунте. Он забирает первую пятиминутку, собственно, как и забирает второй раунд. Там он ровно по тому же сценарию завозил Таю Туивасу в борьбе. В начале раунда перевел и подняться Тай уже не сумел. Третий раунд. Туивасе для победы обязательно нужен был финиш, но вместо него он пропускает тейкдаун через 50 секунд. Пролежал под Сазерлендом почти весь раунд, в конце рефери поднял их в стойку, но все закончилось тем, что сверху вновь оказался Сазерленд. Единогласным решением судей победу одерживает Сазерленд, Туиваса терпит 7-е поражение к ряду. После первого поражения в карьере Шамиль Газиев вернулся и добыл 2 победы, но в ноябре прошлого года у него в последний момент сменился соперник. На коротком уведомлении против Газиева вышел Валду Кортес Акоста, который смог нокаутировать Шамиля в первом раунде. Брендо Перичич дебютировал в UFC в сентябре и пока что он в полном порядке. Оба поединка в лиге выиграл меньше, чем за 2 минуты. Самый длинный поединок в его карьере продлился всего 6,5 минут. Как часто вы видели, чтобы тяжеловесы на ближней и средней дистанции открыто разменивались все 5 минут? Да, это большая редкость. Но именно это исполнили Газиев и Перичич. Если пересказывать все их попадания, то понадобится больше времени, чем длился раунд. Шикарные размены, оба доносили жестко и удивительно, как никто не отправился в нокаут, шикарнейшая пятиминутка. Во втором раунде заруба продолжилась. Поначалу все было взаимно, но Газиев начинал пропускать значительно больше, чем доносить. Перичич наращивал обороты и в конце концов дожал, отправив Шамиля в нокаут. Перичич побеждает в зубодробительном бою нокаутом во втором раунде. Отличное выступление от обоих бойцов. Марван Рахики дебютировал в UFC 1,5 месяца назад. На мартовском турнире в Эйпексе он показал шикарное выступление в 3-раундовом бою с Гэри Хардвиком. 23-летний Рахики родом из Марокко, но ради карьеры в ММА перебрался в Австралию. Изначальный соперник Рахики снялся, и на суперкоротком уведомлении биться выходит Олли Шмидт. Он тренируется в City Kickboxing, является черным поясом по БЖЖ и Тэквондо, которым занимается с 15 лет. В ММА у Шмидта 4-2 и опыта пока что маловато. Рахики пару раз провалил Шмидта, сразу была заметна разница в классе. Шмидт шел вперед, Рахики подловил хорошей комбинацией, оформил нокдаун и добил соперника внизу. Рахики одерживает быструю победу нокаутом в первом раунде. Тиму Эллиоту в этом году исполняется 40 лет, но за последние 5 лет у него лишь одно поражение, и то от Мухаммеда Макаева. В последних 2 боях американец одержал победу удушающим приемом и за каждый сабмишн получил бонус. По соседству с Эллиотом в рейтингах находится Стив Эрцег, его соперник. После серии неудач в боях с топовыми бойцами австралиец все же смог добыть победу в последнем поединке, одолев Оди Осборна. Победа в этом бою нужна обоим, чтобы продолжить продвижение в рейтинге. Парни отбились все 3 раунда, и Стив Эрцег был невероятно хорош сегодня. В стойке уверенно переигрывал Эллиота, был и точнее, а главное по объему переработал значительно. Эллиот хорошо выглядел в грэпплинг-разменах, но решение судей было предсказуемым. 29-28 все трое отдали победу Стиву Эрцегу. Прямые трансляции UFC. Видео нокаутов сразу после боев. Анонсы всех поединков. Обзоры ивентов UFC в лайв-режиме. Конкурсы и бонусы от партнеров. Лучшее место для фаната UFC. Телеграм-канал Калугин ММА. Будь причастен к боям вместе с нами. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Подписывайся и наслаждайся всем главным в одном месте.
Главный бой вечера. Перед этим боем большинство фанатов не давали шансов Бениолу Дариушу из-за возраста и износа. Но ведь за 8 лет он проигрывал только бойцам топ-уровня Цурукян, Оливейра или Сен-Дени. Является ли таковым его сегодняшний соперник, пока что большой вопрос. Куилан Салткилд всего за 1 год в UFC оформил 4 победы и 3 из них досрочно. Австралиец умеет жестко вырубать, но может и ловко выйти на прием в партере. Однако с таким серьезным соперником Салткилд еще не встречался. Дариуш начал бой отлично, выбросил мидл-кик и следом джеб, которым уронил Салткилда. Затем 3 минуты Дариуш клинчевал соперника и пытался перевести. Куилан показал, насколько хороша его защита. И только бойцы вышли из клинча, как тут же Салткилд правым прямым доносит точно до челюсти Дариуша. Тот поплыл, и Салткилд обрушил на него град ударов и прессинг. И да, сумел его дожать и добить в партере. Техническим нокаутом Куилан Салткилд побеждает в первом раунде. Главный бой вечера. Джеку Делла Мадалени не повезло провести первую защиту титула против такого монстра, как Ислам Махачев. Теперь он возвращается в родном городе, чтобы закрыть ту досадную неудачу. Однако для этого нужно будет проходить бразильского кошмара Карлоса Пратоса. В прошлом бою Пратос одним ударом закончил поединок с экс-чемпионом Леоном Эдвардсом. Первая строчка полусреднего веса против пятой. Поменяются ли они местами в рейтингах? Давайте смотреть. Пратос в первом раунде играючи перебил Мадалену. С дистанции вообще без шансов. Он джебами и двойками разносил Мадалену. Отлично донес колено в голову. Мадалена неплохо защищался, но ему сложно сблизиться и не пропустить ни одного удара навстречу от бразильца. Пока Пратос выглядит увереннее, 10-9, раунд в его пользу. Вторая пятиминутка Мадалена начал неплохо, и бороться получалось немного, и плотный апперкот донес до цели. Но вторую часть раунда он провалил в одну калитку. Пратос сыпал абсолютно все, от пронзающих прямых до коленей и локтей в голову. Мадалена выживал, а раунд закончился на том, что он слег после плотного лоу-кика. 2-0 по раундам. Третья пятиминутка. Тут Пратос продолжил доминирование. Несколько раз он ронял Мадалену, но просил его вернуться обратно в стойку. После очередного жесткого лоу-кика Мадалена оказался вновь на земле, и тут уже Пратос включился, подлетел и набросал серию локтей в голову. Рефери остановил поединок. Карлос Пратос побеждает техническим нокаутом в третьем раунде. Шикарное выступление. Теперь он один из главных претендентов на титул чемпиона. Заряжайте лайк и пишите, кто сегодня гарантировал себе бонус в 50 тысяч баксов. Переходите в телеграм-канал Калугин ММА. Ведь на следующей неделе нас ждет громкое событие Чимаев-Стрикланд. Раскрутка уже в полном разгаре, предстоящая неделя будет жаркой, и мы осветим все главные моменты в нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании, увидимся именно там. Пока-пока.